Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня для вас одно из интереснейших путешествий – путешествие в Париж. Кто из нас не мечтал побывать в Париже? Париж настолько интересный, многогранный и мощный город, что за короткое время с ним детально не познакомишься. И поэтому сегодня мы увидим с вами лишь основные достопримечательности. Как театр начинается с вешалки, так и любой город начинается с вокзала. И сейчас мы находимся с вами на самом старом, но очень популярном вокзале Гар-де-Лест. Этот вокзал открылся в 1849 году и изначально носил название «Страсбургская платформа». Нынешнее название вокзал получил в 1854 году. И сейчас с восточного вокзала Гар-де-Лест поезда отправляются в восточные регионы Франции, Швейцарию, Германию и Австрию. Напротив вокзала через дорогу есть кафе, где можно перекусить и отдохнуть. Здесь же находится станция метро, и мы можем доехать до Лувра и до центральной части города. Станция метро также находится и в самом здании вокзала. Опускаясь в метрополитен, обязательно имейте с собой карту линии метро. Туристу без проводника или гида очень легко заблудиться. Мы с вами выходим на станции метро в центре Парижа. Это сердце Парижа, первый округ, а Париж разделен на 20 округов. Если подняться вверх по авеню де l'Opéra, здесь вы увидите здание Парижской оперы, известное как опера Гарнье. Это один из самых значимых театров оперы и балета в мире. Здание построено архитектором Шарлем Гарнье в 1875 году. Напротив оперы Гарнье находится торговый дом Галери Лафайет. Он был открыт в 1912 году и задуман как роскошный базар. С самого начала приоритетом для галереи являлись мода и новшества. Чтобы привлечь клиентов, был задуман необычайный купол. Для его создания были приглашены самые лучшие художники-декораторы школы Нанси. Необычайной красоты купол высотой 43 метра стал символом галереи Лафайет. Галерея Лафайет – это семейное предприятие, принадлежащее 5 поколениям одной семьи. Здесь можно ознакомиться со столетней историей компании, заказав бесплатную экскурсию. С террасы, расположенной на верхнем этаже торгового центра, открывается панорамный вид на Париж. Здесь организовывали мероприятия для развлечения туристов. Сейчас здесь находится кафе и фотозона. Нужно добавить, что торговый центр находится на бульваре Османа. Бульвар назван в честь того самого барона Жоржа Этена Османа, который проводил реконструкцию Парижа в 1853-1870-х годах. Фотограф Шарль Марвиль запечатлел средневековые улочки Парижа перед реконструкцией. Вот такими они были. А сейчас мы направляемся к самому культовому месту Парижа – Лувру. Слово «Лувр» трактуют как крепость или укрепление. Строительство Лувра начал еще король Филипп Август в 1190 году, чтобы оградить город от внешних атак. Лувр не всегда выглядел так, как выглядит сейчас. Расскажу вам немного истории строительства Лувра от крепости до музея.
В XIV веке при Карле V Лувр утратил свое оборонительное значение и стал резиденцией короля. В 1546 году Франциск I начал перестраивать старый замок Лувра и впоследствии сделал его дворцом. Квадратный двор Лувра застраивали поэтапно. Лувр увеличивали, расширяли, достраивали. Так строительство длилось почти 1000 лет. Идея создать музей в Лувре появилась еще до Французской революции, однако впервые двери музея для публики были открыты лишь 10 августа 1793 года. В музее хранится около 300 тысяч экспонатов, из которых только 35 тысяч выставляют в залах. Если вы решили посетить Лувр и посмотреть все экспонаты, выделите на это 1-2 дня. И при входе в музей не забудьте взять карту со схемой всех залов. А сейчас мы с вами от Лувра направляемся по знаменитой оси Парижа, которая ведет от памятника Людовику XIV к Триумфальной арке и проходит через площадь Согласия. Дорога также проходит через сад Тюильри, который раскинулся между Лувром и Елисейскими полями. Идея создания садово-паркового ансамбля принадлежала Екатерине Медичи, основательнице замка Тюильри. Замок был сожжен во время Французской революции как символ королевской власти, и поэтому его не стали восстанавливать. Сад Тюильри еще называют музеем скульптур под открытым небом. Здесь представлены работы как современных скульпторов, так и мастеров прошлых веков. А сейчас мы подходим к одной из интереснейших площадей – площади Согласия. Площадь была создана по заказу самого Людовика XV. В центре площади установили конную статую Людовика в образе древнеримского полководца. Интересна площадь еще и тем, что именно здесь казнили Людовика XVI, Марию Антуанетту, Робеспьера и других революционеров. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что по углам площади находятся аллегорические скульптуры, символизирующие 8 главных городов Франции. В 1831 году наместник Египта Мохаммед Али подарил Франции обелиск из храма фараона Рамзеса II высотой 22,8 метров, который здесь был и установлен. Также вы можете увидеть на площади Согласия 2 красивых фонтана и здание в неоклассическом стиле. А сейчас вы наблюдаете именно ту дорогу, по которой можно попасть к Триумфальной арке. Внимательно присмотревшись, вы сейчас можете видеть Триумфальную арку в конце дороги. Триумфальную арку мы посмотрим позже, а сейчас мы свернем влево, чтобы увидеть символ Парижа – Эйфелеву башню. Направляясь к Эйфелевой башне, мы проходим мимо скульптуры Джеффа Кунса «Букет тюльпанов». Американский скульптор подарил ее Парижу в память о жертвах терактов ноября 2015 года. Нужно сказать, что при солнечном свете рука кажется по-настоящему живой, и это довольно необычно. Эйфелева башня, пожалуй, самая узнаваемая достопримечательность Парижа. Металлическая башня названа в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля. Задумывалась башня первоначально как временное сооружение, служившее входной аркой Всемирной выставки в Париже, на которой демонстрировали инженерные и технологические достижения страны. Именно проект Эйфеля победил тогда на общефранцузском конкурсе архитектурных и инженерных проектов. С
Строительные работы выполнялись в течение 2 лет с 1887 по 1889 год. Металлоконструкции собирались поэтапно, начиная с 1-го уровня до купола. Сложнее всего возводилась первая платформа башни. С Эйфелем было договорено, что через 20 лет башню демонтируют. Но сооружение имело потрясающий успех, и за короткий срок окупились все затраты на строительство. В то время не всем башня пришлась по душе. Многие называли башню чудовищной и смехотворной, но время расставило все на свои места, и туристы со всего мира мечтают побывать на башне и посмотреть на прекрасный вид, открывающийся на Париж. Возле Эйфелевой башни по-прежнему проходят различные выставки, фестивали и культурные мероприятия, что делает ее еще более популярной. Побывать в Париже и не подняться на Эйфелеву башню – это все равно, что не видеть Парижа. Мне посчастливилось подняться на 2-й ярус Железной дамы. Вот такую красоту я увидела с Эйфелевой башни. Это поистине впечатляющие моменты, так как ты осознаешь, что находишься на башне высотой 330 метров, общей массой металлоконструкций 10 тысяч тонн. А еще Железная дама противостоит разрушительному действию благодаря 57 тоннам краски, которую обновляют каждые 7 лет. И на этой мажорной ноте мы заканчиваем сегодняшнее путешествие по Парижу. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Жду ваших комментариев. С вами была Светлана.